Привет! Ударение в русском языке, наверное, это одна из самых таких сложных, непонятных, загадочных вещей в русском языке. Многим оно кажется нелогичным. И в этом видео я хочу поговорить об исторических закономерностях, о каких-то логических вещах, чтобы, если вы делаете очень часто ошибки в ударениях в русском языке, то этих ошибок было меньше. И чтобы вы понимали вообще, какой контекст у русского ударения, и, может быть, вы его простили за то, что оно может показаться таким не очень логичным. Есть у русского языка три характеристики, если мы говорим про местонахождение этого ударения. Во-первых, русское ударение свободное, то есть оно может находиться на первом, на втором, на третьем слоге. Если ваш родной язык французский, если ваш родной язык польский или эстонский или другие языки, то привет. Потом, русское ударение подвижное, то есть оно может в одной форме быть, например, на корне, а потом в другой форме оно может быть на окончании, а потом снова возвращаться на корень. И третья характеристика – это русские ударения, они исторически изменчивые. И давайте мы с вами сейчас поговорим конкретно, что делать с каждой из этих характеристик и почему так случилось вообще. Русское свободное ударение. Наверняка вы слышали или замечали, что если перед вами достаточно длинное слово, а вы знаете, что в русском языке слова могут быть достаточно длинными, то ударение чаще всего падает на вторую половину этого слова или в середину этого слова. Почему так? Здесь есть несколько процессов, которые интересно понимать. Во-первых, вы знаете уже, что в русском языке есть ударный слог. Ударный гласный звук, он самый сильный, он дольше, чем все остальные, он наиболее яркий в слове. Ну, давайте возьмем на примере слово «великолепно». Великолепно. Ударение на «е» во второй половине слова. Прекрасно. И именно этот звук, он самый яркий. Все остальные звуки, они становятся менее яркими, они могут менять свою характеристику, они могут превращаться, самый знакомый пример, что «о» превращается в «а», и «е» буква может превращаться в «и», и чем дальше от ударного слога, тем этот гласный, безударный, будет менее и менее различим. Вот смотрите, слово «великолепно». Последняя «а», последняя буква «о» звучит как вообще «а», и в начале великолепно. Великолепно. Давайте поэкспериментируем. Что было бы, если бы ударение у нас было в начале слова? На первой гласной. Это было бы великолепно. Великолепно. И последние гласные бы вообще проглатывались, последние гласные бы вообще не произносились. Что, конечно же, не очень хорошо. Великолепно. Последняя гласная еще различима. Первые гласные различимы. Великолепно. В конце уже все. В конце полная каша. Обязательно. Обязательно. Или обязательно. Это произносить очень непривычно. И вторая причина, почему ударение чаще всего на второй половине слова, заключается в том, что вы знаете, что в русском языке много производных слов, то есть это слова, которые произошли от других слов с помощью суффиксов, приставок, то есть получились новые слова. А если мы немного подумаем про природу ударений вообще, то мы поймем, что они нужны, чтобы выделять самое важное, например, слово в предложении, правильно? Или чтобы выделять самую важную фразу в череде во множестве предложений. Если мы говорим про одно слово, то самый главный звук. И если мы говорим про морфемы, то есть про части слов в слове, то выделять самую главную морфему. И вот, представим себе ситуацию. Например, у нас есть слово «цветы». Делаем прилагательное, получается «цветочный». У нас есть «снег». Делаем «снегурочку». Ударение переходит на «у».
Или у нас есть слово Будда, делаем слово, обозначающее течение, получается буддизм. И во всех этих словах ударение переходит на суффикс. Ударение переходит на ту часть, которая образовала новое слово. И этот новый суффикс, то есть этот новый смысл, мы выделяем ударением. Именно поэтому в русском языке ударение падает вот чаще туда. И я думаю, это такой достаточно релевантный совет. Если перед вами длинное слово, то посмотрите, есть там суффиксы, например, какие-то важные. И вполне вероятно, что ударение будет падать именно на них. Также происходит с словами, которые приходят в русский язык из других языков. Например, мы возьмем ноутбук. Это лэптоп. Ладно. В общем, в английском языке ноутбук, ударение в начале, в русском языке ноутбук. Или есть такое слово в английском языке маркетинг. В русском языке уже говорят и маркетинг, но, наверное, чаще всего говорят маркетинг. И я думаю, что сейчас для вас это очень понятная тенденция. Следующая интересная вещь — русское ударение подвижное. Оно может переходить в одной форме быть на одном слоге, в другой форме может быть на другом слоге. Ну, например, вот слово «рыба». Рыба, нет рыбы, а рыбой ударение остается на корне. Есть слова, в которых ударение скачет туда-обратно. Да, это может казаться немного хаотичным, и это и есть хаотично, то есть проблема в том, что нельзя просто выучить одно слово из этой парадигмы и быть уверен, что все слова, которые похожи на это слово, будут с таким же ударением. Нет, это нельзя так сделать. Но в русском языке есть всего 6 таких, 4 парадигмы. Ладно, 6 парадигм, и там еще 4 варианта. Простите, пожалуйста. Что можно попробовать с этим сделать? Словарь, где можно проверить парадигмы, я прикреплю в описании, вы можете посмотреть. Итак, что с этим делать? Во-первых, когда вы вообще разговариваете с людьми, смотрите контент на русском языке, в общем, изучаете русский язык, то вы волей-неволей запоминаете ударение. Отлично. Поэтому вам не нужно сверяться со словарями всегда. Но если вы учите какое-то новое слово, и вам, возможно, и вы хотите сделать это немного по-другому, то можете проверить парадигму этого слова и запомнить именно номер парадигмы. То есть, возможно, вам этот способ понравится. Он, конечно, такой немножко, ботанский, но почему нет? Попробовать-то можно, правильно? И если мы говорим про глаголы, то здесь проблем меньше. То есть здесь есть довольно четкие закономерности, опять-таки, они работают не всегда, но у глаголов, например, есть приставка «вы». Если у глагола приставка «вы», то очень часто она будет перетягивать на себя ударение. Например, она пила, но все выпила. Или она шла, но вышла. Приставка «вы» будет перетягивать на себя ударение. Потом очень часто окончание женского рода в прошедшем времени будет тоже перетягивать на себя ударение. Пил, пила, выпила. И брал, брала, выбрала. Это немного другое слово, но принцип вы поняли. Ударение в русском языке — это проблема не только для изучающих русский язык, но и для носителей русского языка тоже. Потому что носители русского языка тоже не всегда знают, как произносить какие-то слова. Но им приходится все равно их употреблять, эти слова. Поэтому сейчас мы немного поговорим о третьей характеристике. Это русское ударение, оно исторически изменчивое. Со временем количество людей, которые выбирают произносить слово так, а не иначе, например, увеличивается. И ударение
просто меняется. Например, еще совсем недавно, еще 100 лет назад говорили не музыка, а музыка. Или говорили пиццерия вместо пиццерии. И еще куча вообще примеров, вот как изменилось именно ударение. И поэтому сейчас есть слова, в которых тоже есть просто варианты, как произносить. Например, мы берем слово творог, можно говорить творог и творог, все равно. Или, например, слово мастерски. Я говорю мастерски, и так в словарях, но 90% людей, мне кажется, говорит мастерски, и это новая норма. То есть это сейчас можно так тоже говорить. Поэтому, пожалуйста, если вы думаете, что русские ударения, они очень сложные, то запомните вот эту часть. Вполне вероятно, что вы не делаете ошибку. Кто знает, может быть, вы просто делаете новую норму русского произношения и русского ударения. Так что, пожалуйста, говорите больше. И я всех приглашаю в свою школу. В общем, всем до скорого. Пока.